Привет! Все мы знаем, что такое гарем. В давние времена он был практически у всех султанов. Даже в наше время у многих богатых людей и султанов в арабских странах они есть. Наше сознание рисует гарем, в которых женщины вообще не имеют прав, и якобы если наложница не родит султану сына, то все, как говорится, приплыли. Но так ли это на самом деле? И все же, какая судьба ждала тех девушек в гареме, которые султану родили дочь? Как только новость о беременности одной из наложниц придавалась огласке, во дворце сразу же начиналась суета. Одну из многочисленных родильных комнат придворные подготавливали к таинству рождения. Белье для колыбели и постель для будущей матери шили из самых дорогих тканей. Занавес украшали жемчугом, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Незадолго до рождения ребенка султан выбирал акушерку и кормилицу. Эти женщины должны были находиться рядом с роженицей в самый ответственный момент и в дальнейшем помогать молодой маме в уходе за новорожденным. Первый, кто узнавал о рождении ребенка, был распределитель гарема. Именно он доносил радостную весть всем обитателям дворца. Во время празднования рождения колыбель новорожденного переносилась в главный зал дворца. На 6-й день жизни младенца проводилась особая церемония – знакомство с официальными лицами государства. Во время церемонии присутствующие гости одаривали ребенка и молодую мать драгоценными подарками. Эти подарки в дальнейшем по праву принадлежали только наложнице и ее ребенку. Служанок любви и будущих жен для господина в арабских странах выбирали исключительно из числа девушек-рабынь. Поскольку в той же Османской империи, к примеру, брать в наложницы свободных женщин строго воспрещалось. Другое дело, что отцы семейств сами продавали дочерей в гарем, желая для них не нищего существования, а обеспеченной роскошной жизни. Однако годы вдали от родных в золотой клетке, зачастую среди вражды и подковерных интриг, нельзя было назвать счастливой жизнью. Так какая же судьба ждала тех наложниц, которые родили дочь султану? Наложница, родившая одну или нескольких дочерей, не получала звания султанши и прочих материальных благ, но и не лишалась права посещать апартаменты падишаха. Если женщина была хороша собой и умна, смогла привлечь хозяина гарема, то у нее имелся шанс забеременеть еще раз, родить мальчика и выбиться в жены великого султана. Бывали случаи, когда султан переставал интересоваться матерью своей дочери. В таких случаях женщину высылали из гарема или повторно выдавали замуж. Дочка оставалась жить во дворце отца, где ее воспитанием занималась мать султана. Изгнанная женщина получала щедрое приданое и документ об освобождении. Жизнь наложниц гарема нельзя назвать легкой, вне зависимости от того, кого родила женщина. Она была вынуждена жить по правилам дворца и подчиняться его законам. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.